Приветствую вас, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз. Узнай будущее. Что ждет? Таро расклад на 10 дней на декаду с 21 по 31 января 2025 года. Вот давайте с вами раскроем. Каково же будущее, как это видят карты. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз и расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все же получите. У нас сегодня две колоды карты. Первая – это оракул Ленорман. Мы достанем 4 карты. Позволим картам рассказать, с чем могут быть связаны ближайшие события или события ближайших дней. Может быть, это как энергетика, с которой вы можете столкнуться в этот период. И, конечно, когда мы смотрим общие расклады, карты не передают наши ощущения. Но порой рассмотреть как альтернативный вариант развития событий стоит. Жизнь не бывает полностью предсказуема, это точно. Итак, 4 карты для вашего знака зодиака. События ближайшего будущего. События ближайших дней. Третья карта. И четвертая. На колоде Таро мы достанем первую карту Таро «Неожиданность». С какими неожиданностями вы можете столкнуться в этот период времени? Какова энергетика может быть вокруг вас? А может быть, будет все как раз спокойно. Давайте узнаем. И вторая карта. В чем ваша сила? В чем вы проявляете себя наиболее активно и продуктивно? Что у вас получится осуществить? По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, у кого-то документы, согласование, у кого-то учеба. Энергия денег на 10 дней. Личная жизнь, как видят карты. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, давайте узнавать, с чем вы можете столкнуться, с какими событиями. Вот смотрите, тучи, и тем не менее, какая-то победа не за горами. 6 – это всегда победа. Но вы можете засомневаться в себе в эти 10 дней, может быть, на начале этого периода, в числах 20-х, 21-х, 22-х. И тем не менее, какая-то ситуация у вас прояснится. Туча – это ненадолго, это не вечно. И нам карта говорит о том, что туча уйдет, и выглянет солнце. Поэтому какая-то ситуация у вас, правда, проясняется. Но вы на начальный период можете, ну, где-то себе сомнений нагнать или устроить себе сеанс самокопания. Вот не думайте, не сомневайтесь в себе. Может быть, тут, знаете, как высшие силы, астрологические даже, включаются в помощь вашему знаку зодиака. Поэтому сейчас у вас сильная позиция, и вы действительно можете что-то осуществить. Может быть, у кого-то решается очень серьезный вопрос, на кону стоит что-то важное, и тогда карта тучи будет говорить, это когда мы продумывать можем, если у меня не получится, или не выгорит какой-то один вариант, или, ну, не получится осуществить мое намерение, что я буду делать тогда, какой альтернативный вариант в моей жизни присутствует. Ну, давайте посмотрим ход развития событий. Перемены, мои дорогие. И это аркан, который говорит, изображает, точнее, корабль, один из символов Меркурия, ваша планета-управитель. Вам действительно здесь будет Меркурий помогать. Это счастливые перемены, это исполнение желаний. У кого-то это поездка, которую вы можете планировать или отправиться в эти 10 дней. Может быть, вот какие-то сомнения с получением документов. Может быть, у кого-то виза. Еду, не еду. Получится с кем-то мне встретиться и проговорить какую-то тему, может быть, очень важную, добиться желаемого. Мои дорогие, правда, исполнение желаний, у вас что-то получается. И именно получается в том контексте или по той причине, намерению, цели, по которой вы сомневаетесь. Продвигаются как-то вперед ваши дела. Поэтому стройте на высокие планы, я бы сказала так, когда выпадает эта карта, очень добрая. Для кого-то из вас расширение ваших возможностей, расширение контактов, расширение горизонтов. Когда у вас, знаете, вы, наверное, прочувствуете в эти 10 дней, появляются новые возможности.
вам душевных сил будет прибавляться, и вы будете видеть, что ну надо же, правда, что-то происходит в моей жизни, вне зависимости от того, что я себе поставил какие-то намерения и цели. А правда, Вселенная словно откликается на посылы вашей души. Здесь что-то у вас получается. И понятно, у каждого в своей сфере жизни может этот корабль проиграться, но перемены как будто неизбежны. Давайте откроем третью карту. Нам потребуется в первую очередь избавиться от ментального мусора или не действовать по старинке. Вот это первое правило. Когда метла выпадает, вымейте буквально весь ссор. Может быть, у кого-то с генеральной уборкой дома, кстати, или ремонтом это может совпасть. У кого-то в этот период могут быть вопросы по части переезда. Может быть, купля-продажа недвижимости или переезд куда-то очень далеко. Вы можете менять работу с учетом карты корабля. Здесь в самых разных отношениях может проиграться вот эта перемена в вашей жизни. Но, повторюсь, это все требует от вас, чтобы вы и не сомневались, раз, и чтобы вы где-то не надеялись на прежний способ или метод вашего воздействия, к примеру, на людей, или на прежний метод работы. Здесь придется вносить какую-то коррективу или правильно оценить обстановку. В каком плане? Не совсем с позиции, как бы вы этого хотели, а оценить обстоятельства, которые присутствуют вокруг вас, с учетом карты корабля, будет важно. Потому что одно дело наше намерение, а насколько именно есть возможность в вашем пространстве, в вашем социуме. Поэтому некоторая перерокировка в эти 10 дней, она будет совершенно необходима. Давайте узнаем. Правда, много общения. Может быть, поздравления, может быть, подарки. Это самые разные люди. И у кого-то могут быть контакты, может быть, по работе или по личной жизни с людьми, говорящими на разных языках. Почему? Потому что букет, он в себе совмещает несколько цветов, много цветов. И вот как разные цветы в нашем букете, так и может быть круг общения, самый разный. И у кого-то из вас это может как раз через ваше общение, через какие-то новые контакты. 9, опять же, по нумерологии это преддверие перемен. И вот они эти уже у нас счастливые перемены или исполняются желания. Вы знаете, по букету еще мы должны что-то очень вовремя сделать. Будет какой-то его величество случай, который вы не должны упустить. Почему? Потому что букет, он склонен к увяданию. И поэтому сегодня эта возможность есть, а завтра этой возможности нет. Будет важно, я бы сказала, от чего-то не отказаться, только лишь потому, что вы не видите своих последующих шагов. Или вы пока не можете что-то просчитать наперед. Причем так, каким-то методом дедукции или переложив это на какую-то материальную, очень прочную основу. Тут есть что-то иррациональное. Вот позвольте высшим силам для вас сделать что-то очень хорошо. Планы Господа всегда лучше наших. Что же в неожиданностях? Мы правда можем видеть какую-то одну свою концепцию решения того или иного вопроса. Здесь, с одной стороны, по пажу чаш– это приятное времяпрепровождение, это приятные эмоции, это карта радости, это карта хорошего настроения. Может быть, и будут где-то перепады настроения, такое тоже допускаю. И вполне вероятно, вот с одной стороны, может быть, как и со знаком плюс, вы чем-то воодушевлены, но может быть кем-то нечаянная брошенная фраза. Или неосторожное слово как раз перемену может совершить в вашем настроении со знаком минус. Вот здесь нужно, с одной стороны, сохранять в себе позитивный взгляд на мир, на вещи, на себя самого, в конце концов, быть добрее к собственной душе, но и не просчитаться. По пажу чаш у нас показан человек, который мечтает о любви, скорее всего, и у кого-то личная сфера будет проигрываться особенно остро. И не замечтаться в каком плане. Посмотрите, он себя где-то представляет. Чаша, и вот, ну, почему-то у нас хрюша с крыльями. Мы знаем, что хрюши с крыльями не бывают, поэтому не добавляйте каких-то качеств, которых бы вы хотели видеть конкретному человеку, но он ими не обладает. Быть реалистом и в то же время в каком-то позитивном ключе прожить эти 10 дней, это будет важно. Нет как таковых неожиданностей. Здесь, если только сами перемены, какие-то приятности, но
Не теряйте связь с тем, что происходит вокруг вас. В чем же ваша сильная позиция? Четверка. И эта четверка говорит о том, что мы словно уставились в каком-то одном направлении. Очень красноречивая карта про направление как раз. Почему? Потому что девушка сидит, подперев рукой голову, и куда-то она так смотрит, задумалась, сколько она в таком положении сидит. На что-то она не решается, или, может быть, она чего-то ждет, или уже ничего не ждет, три чаши пустые, и думает, что ну все уже, все, что было хорошее, оно позади, а впереди ничего позитивного не будет, и она не видит другого направления. И вот для вас важно увидеть другое направление. Или действовать как-то по-другому, или принять какие-то перемены, не отказываться только лишь потому, что ну, ваш взгляд какой-то он в другом контексте. Здесь ведь может приходить какая-то мелкая возможность или что-то иррациональное. И мы не должны это упустить. Мы должны это для начала увидеть. И вообще я должна сказать, у кого-то попросту карта говорит, что от твоих мыслей, которые ты формируешь, мысль материальна, помните об этом. И то, что мы получаем сегодня, это мы думали вчера. А завтра мы получим то, что мы думаем сегодня. И где-то карта говорит, что ты как раз рассматривай новые возможности. Не оборачивайся назад. Эти три чаши, они уже пустые. Но вот это прошлое, оно не имеет никакого значения. Вот так. Дела, работа, бизнес. Ну, вот посмотрите, вроде бы и приятное общение, вроде бы и перемены, но у вас какой-то этап воспоминаний, может быть, мои дорогие девы. Пятерка чаш– это карта сожаления. Мы чего-то не смогли получить в прежний период времени. Или мы можем, кстати, сожалеть о том, что мы сами сделали что-то не так. Может быть, вполне нам карта говорит вообще о том, что вот это самое горе или какие-то неприятные эмоции, или все то, что, на что мы точнее не влияем. Нужно вылить словно или выплеснуть эти эмоции. Как вот девушка лениво протягивает ножку и выливает все то, что не имеет значения. Если вот смотрите, три чаши пустые, здесь как будто есть еще четвертая. Но она не приносит ни вдохновения, ни радости, она не делает вас сильнее, она не открывает перед вами какие-то новые возможности, она не поддерживает вас оптимизм в хорошем смысле этого слова. Наоборот, она способствует, это вот те воспоминания, которые нас больше разочаровывают. И пока мы их словно не выльем в этот омут, пока мы с ними не простимся, какая-то боль, или какая-то прежняя ситуация нам будет снова и снова напоминать о себе. Поэтому выплакать горе или излить вот эти самые эмоции нам приглашает карта. Все самое важное возле тебя. Опять же, посмотрите. Одна карта другую дополняет. И все то, что я сказала, по четверке чаш. Где-то может относиться к сфере ваших достижений, вашей работы или к тому, что вы себе намереваетесь осуществить. По сути дела, если мы себе у кого-то, может быть, и буквально, если мы сказали выплакать, но быть милосердным к самому себе. Позволь этим эмоциям нахлынуть. И как море, наверное, да, приливы и отливы есть. Вот волна это унесет все то негативное, что тебе довелось в жизни пережить. Нет никаких помех. Тут вы сами, чтобы себе какими-то мыслями или воспоминаниями, мои дорогие девы, в этот период жизни не помешали. Может быть, это переходный какой-то этап, опять же, вот эти тучи, и вот нам раскрывают эту позицию карты, а на кону у вас уже перемены счастливые и приятное общение. Сфера денег. Двойка жезлов, не могу сказать, что в эти 10 дней вы получаете буквально деньги. Но, может быть, какой-то прежний вопрос или какая-то прежняя ситуация, она может о себе напомнить. Но тут, в принципе, по двойке это у нас все где-то знакомо, привычно, стабильно, можно даже так сказать. Но, скорее всего, наша девушка смотрит в окно. Вы будете ставить перед собой какие-то новые планы, как и творческие, так и амбициозные, по деньгам. И у кого-то это проиграется как новые способы заработка, или вам самим захочется новизны именно по части финансов, или, может быть, большего заработка.
Но сказать на эти 10 дней, что есть какая-то динамика по деньгам, нет. Тут сами по себе перемены или какие-то внешние события, общение приятное и где-то внутренний диалог с самим собой, когда вы должны освободиться от негативных эмоций. Правда, вот такая задача на 10 дней. Давайте посмотрим, что же у нас тут. И еще одна нам карта говорит о переходном периоде. Это личная жизнь, страшный суд. И здесь как вам что-то по судьбе идет. Может быть, завершается какая-то прежняя история, и это карта освобождения от горя, от страданий, от разочарований, мои дорогие. Вот все то, что я говорила только что. И, может быть, эта ситуация у кого-то была связана с личной жизнью. Может быть, прежде была счастливая история, но по какой-то причине меня смотрят люди из разных стран. Вы не можете быть вместе. Но это не значит, жизнь остановилась, это значит, мы идем вперед. А у кого-то наоборот, глубокое сожаление, то, что вы надеялись на то, что у вас получится с человеком как раз прекрасный союз создать, а он тоже не получился. Но есть какие-то воспоминания, вот они могут нахлынуть в эти 10 дней. И все то, что я сказала по этим картам, страшный суд будет говорить, что все, этот период закончился. Поэтому какой-то новый жизненный этап к переменам. Вы уже, можно сказать, вступили вот в новый этап жизни или фазу перемен, но вы можете пока еще на первых порах не видеть этого. Поэтому не добавляйте себе сомнений, ведь это старший аркан. Вы где-то будете зависеть от того, что мы говорим, как нам приходит по судьбе, или то, что распоряжаются высшие силы, да, назовите как угодно, вероисповедание у каждого по-своему. Но вот тот, кто верит в судьбу, правда, тут сама судьба пишет историю вашей жизни или попытается вам помочь написать ее как новую главу с чистого листа, чтобы не было каких-то разочарований и сомнений. Вам все это точно нужно оставить в прошлом. Иными словами, привести в порядок мысли стоит. Карта совет. Вот такое 15-й старший аркан. Это всегда желание наше, причем очень такое активное, горячее, жгучее может быть желание. У кого-то это может касаться личной жизни, притяжения к конкретному человеку. Но прежде не получилось это. Или были какие-то препоны. Может быть, есть какие-то воспоминания. Вот с другой стороны, нам что-то хочется сделать по-своему. Какой бы сферы жизни ни касалась эта карта. С одной стороны, о чем нам это говорит? Первое, кстати, это карта материализма. Приходят деньги, например. Потому что на деньги, когда выпадает этот аркан, тут как раз что-то может сложиться более чем продуктивно. Может прийти какая-то сумма достаточно крупная, которую вы заработали, но каким-то образом она до вас не дошла, задержалась в пути. Или какие-то сбои в системах расчета, взаиморасчета могли быть, тогда вот заработанные деньги вы получите. С другой стороны, карта будет говорить о том, что у вас достаточно физических сил на эти 10 дней и эмоциональных сил тоже преодолеть какие-то сложные ситуации. В принципе, будет достаточно бодрости, физической формы для того, чтобы ну, для себя оставить какие-то новые планы или осуществлять какие-то свои намерения. Но и, безусловно, 15-й аркан, сложный аркан, он нам говорит, не пытайся где-то делать что-то чересчур. Или будь аккуратен, чтобы не попасть в какую-то зависимость. Безусловно, зависимости бывают разные. Ну, бывают и неполезные зависимости, а бывают трудоголики, например. Это где-то про вас, мои дорогие девы. Поэтому будьте милосердны самим себе. Не загоняйте себя в угол. Не, с одной стороны, не участвуйте в чьей-то игре, потому что вы и ее не ведете. Правила игры могут меняться. Но и если даже наша игра, а мы слишком заигрались, она тоже может перейти в опасность. Поэтому будьте реалистами. Но быть реалистом – это не значит быть таким суровым практиком и только опираться на то, что было в нашей жизни. Было что-то и хорошее, что определенно стоит удержать, или то, что
как в воспоминаниях себе оставить какой-то полезный опыт или полезный жизненный этап. Но то, что не может быть продолжено, то, что не может служить вашему прогрессу определенно, вымести словно из своей жизни стоит. И высшие силы вам помогают. Где-то высшие силы вам помогают даже, может быть, и выйти из какого-то сложного положения, когда вами пытались манипулировать. Вот и этому сложно, конечно, предположить, но вы очень реалисты большие, мои дорогие девы. Но мало ли, какая ситуация могла сложиться в вашей жизни. Что-то вы здесь решите окончательно. Или еще высшие силы, или судьба, вмешиваясь в вашу жизнь, будет помогать как раз подвести замечательный итог, освободить вас от этих разочарований. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.